Привет всем любителям пиксель-арта. Мы уже делали пару выпусков по этому стилю в Крите. Первый был вводным. В нем специально для таких же ненасытных художников, как я, не желающих рисовать спрайты вручную пиксель за пикселем, а желающих как-то автоматизировать этот процесс и улучшить зрительский эффект от нарисованного, я рассказывал, как настроить программу Крита под этот стиль и делился секретным ингредиентом красивого пиксель-арта. То есть рассказывал про кисти, фильтры поляризации и тому подобное. Второй урок раскрывал эту тему. В нем были рассмотрены еще несколько полезных фильтров, а также то, как структурировать свои слои спрайта так, чтобы можно было рисовать только черно-белую карту освещения, а цвета менять буквально на лету. Из второго урока уже можно было понять, какие функциональные жемчужины скрыты в Крите. Я не рекламирую Криту, но рассказываю о ней только потому, что она действительно несравнимо богаче даже по сравнению с платными редакторами. Собственно, для развитого софта семейства Open Source это уже становится обычным делом. В качестве доказательства своей непричастности к популяризации Крита заявлю и об одном существенном недостатке – производительности. Работать с фильтрами на небольших разрешениях проще простого, но если ваш холст станет значительно крупнее, а фильтров будет много, то вам придется дожидаться обработки каждого слоя как очереди на вокзале. Причем по времени бывает буквально. Но опять же, для стиля пиксель-арта большие холсты не нужны, поэтому расслабьтесь. Теперь настала пора третьего урока, и думаю, он будет заключительным в цикле пиксель-арта в Крите, и посвящен будет анимации. Мы изучим временную шкалу и парочку важных инструментов, которых опять, как назло, хочется сказать, нет даже в коммерческом софте. А в Крите опять нашлось все, что нужно, как в воду глядели. Либо разработчики Криты сами художники и знают, что нужно художникам, либо они пришли из будущего. Ну знаете, когда персонажи используют волшебные артефакты для путешествий во времени, чтобы, зная о будущем, исправлять прошлое. Так вот, мы сейчас в прошлом, а они из будущего. Во втором уроке с египетским воином я начинал рисовать его, не имея никакого концепта. Поэтому сразу на пиксельном холсте я набрасывал черный силуэт, который позже покрывал светом. Это удобно, но еще лучше, если у вас заранее будет карандашный набросок в хорошем разрешении. Имея его на руках, вы можете использовать инструмент «Эталонное изображение» и с его помощью загрузить набросок как подкладку. Сделать это можно либо с помощью кнопок на панели опций инструмента, либо перетащив файл изображения на холст и выбрав «Вставить как эталонное изображение». Вообще признаюсь, перевод инструмента как эталонное изображение, хотя и правильный, в творческой среде я чаще слышу «референс». Это короче, удобнее произносится, чем эталон, и лучше выражает суть. Эталон я воспринимаю как буквально основу, которую нужно повторить. Также слово «образец» слишком общее и будет требовать уточнений. А вот референсами также называют просто похожие изображения, памятки и тому подобное. Поэтому буду говорить «референс». Согласитесь, нам-то какая разница, если оба слова заимствования с других языков. Я заранее нарисовал нужные мне кадры анимации и упаковал их в спрайт-лист. Если вы так же, как я, рисуете свои карандашные анимации в Крите, то из них можно подготовить спрайт-лист с помощью дополнительного плагина Sprite Sheet Manager. Ссылку на плагин ищите в описании. Нужно скачать архив, после чего в Крите выполнить команду «Сервис», «Сценарии», импортировать модуль Python из файла и выбрать скачанный архив. Второй способ – скопировать эту папку и файл из архива в папку PyKrita в ресурсной папке Криты. Быстро попасть в нее можно через команду «Настройка», «Управление ресурсами», «Открыть папку ресурсов». Но второй вариант на случай неудачи с первым. После загрузки плагина, возможно, потребуется перезагрузить программу. Чтобы сохранить спрайт-лист, вначале ограничьте область холста. Быстрее всего это можно сделать, выделив по сетке нужный квадрат и выполнив команду «Изображение», «Обрезать по выделению». Не забудьте скрыть все ненужные слои, особенно заполненные фоны, чтобы карандашный рисунок оставался на прозрачном фоне. Теперь откройте Sprite List Manager через сервис, сценарии, экспортировать как Sprite List. Введите имя файла и папку для сохранения. Сохранять лучше в формат с поддержкой прозрачности, например, PNG. Если вы хотите конкретно указать, каким образом паковать кадры,
Нажмите флажок «Использовать пользовательские настройки экспорта». Здесь можно указать ограничения на количество столбцов или строк, начальные и конечные кадры из временной шкалы, их шаг, порядок размещения кадров по горизонтали или вертикали. Можно также экспортировать кадры, если вы их рисовали на отдельных слоях, а не использовали кадры на временной шкале. Но вообще лучше рисуйте со временной шкалой, не зря же она есть в Крите. С ней хотя бы можно в реальном времени просматривать нарисованную анимацию. Закончив настройку, нажимаете ОК и ждете, пока кадры сложатся в один файл. В платном редакторе A-Sprite функции для сохранения спрайт-листов уже поставляются с программой. К сожалению, в Крите по умолчанию можно сохранять кадры анимации только в отдельные файлы через «Файл», «Обработать анимацию». Кому-то этого тоже может вполне хватить, но если кадров у вас будет очень много, возиться с кучей мелких референсов может оказаться неудобнее, чем с одним спрайт-листом. Но если вы любите работать с одним спрайт-листом, используйте этот плагин. Пусть он и не штатный для Криты, но по крайней мере знайте, что на наше счастье в Крите есть возможность писать и подключать свои плагины, а также люди, которые эти плагины пишут. Если вам нужно расширить какой-то функционал в Крите, вначале поищите в интернете. Вдруг кто-то уже написал нужный вам плагин. Теперь, когда у нас появился спрайт-лист в хорошем разрешении, загружаем его как референс. После этого настраиваем и включаем прилипание по сетке, если этого еще не было сделано. Мое полотно имеет размер 64 на 64 с шагом сетки 16 на 16. Но рисовать я буду только на среднем квадрате 32 на 32. На всякий случай нужно оставлять немного пространства. Когда прилипание включено, референс тоже будет прилипать к линиям сетки. Иногда, если центр референса оказывается у границы холста или имеет слишком большой размер, прилипание может не срабатывать, и в этих случаях я вручную подгоняю рисунок под сетку, хотя в целом оно работает нормально. Расположив первый кадр референса, выключаем прилипание и понижаем процент непрозрачности для предстоящего рисования. Создаем группу и создаем в ней слой для рисования. Если вы не смотрели прошлые уроки, там объясняется, почему лучше группировать слои, объясняется, как настроить пиксельные кисти и так далее. В этом уроке мы уже занимаемся самой анимацией. Теперь берем выделение лассо и обводим силуэт по карандашному контуру. Обратите внимание, наше полотно имеет очень низкое разрешение, но выделение в Крите, судя по всему, векторное, то есть никак не привязывается и не зависит от пикселей на холсте. Ни A-Sprite, ни Clip Studio, ни прочие редакторы, в которых я работал, не сохраняют первоначальные выделения, а сразу выделяют по пикселям. Об A-Sprite и говорить нечего, в нем в принципе нет векторного выделения. А вот Clip Studio еще позволяет делать точное выделение, но после нажатия она принудительно выделяет по пикселям, то есть есть одна попытка, чтобы выделить правильно. Может быть, эти платные аналоги поступают и правильнее, а в Крите это только недоработка. Но не дай бог эту недоработку уберут. Ведь это почти киллер-фича. С таким выделением, которое не стремится мгновенно преобразоваться в пиксели, можно бесконечно точно уточнять обводку референса. И вот когда обводка будет закончена, вторым шагом, чтобы преобразовать такое бесконечное выделение в пиксельное, можно сразу выполнить две команды. Вначале выделение преобразовать в векторное выделение. Видимо, это выделение для векторных слоев, но мы такие не используем, а работаем с пиксельными растровыми слоями. Поэтому выполняем команду «Выделение преобразовать в растровое выделение», чтобы вернуть его в свой первоначальный режим и, наконец, показать его истинное пиксельное лицо согласно разрешению холста. Да, это костыль, но вторая команда просто неактивна, так как выделение изначально и является растровым. Для этого и приходится на время менять выделение на векторное. Благодаря точной обводке, после преобразования программа сама определилась, какие ближайшие пиксели стоит включить в выделение, а какие нет, чтобы не испортить гармонию пикселизированных форм. Это преобразование работает безотказно точно, но если на финальном пикселизированном выделении вам все-таки нужно будет добавить или подрезать какие-то части, на этот раз уже удобнее взять прямоугольное выделение. Однако я сказал, что эти команды можно сразу выполнить. Но можно и не выполнять. Рисованию это не помешает, если вам будет удобнее рисовать, глядя на векторное выделение. Разобравшись с выделением, закрашиваем или заливаем его любой бесцветной краской.
После этого разделяем фигуру на разные групповые слои, где каждой группе будет присвоен свой цвет. Голова отдельно, тело отдельно, пушка отдельно. Смотрите сами по необходимости. После разделения можно наносить на фигуру свет и тень. А после работы со светотенью добавляем к каждой группе слои фильтров палитризации и выбираем каждому фильтру нужную палитру. Еще раз напоминаю, что все, что касается окрашивания, фильтров и остальной работы с разделенными слоями, подробно было рассмотрено во втором уроке. Поэтому сейчас я говорю об этом так обзорно. Единственное, что поменялось после второго урока, это то, что после общей фильтрации под палитру Amiga на 64 цвета я решил составить для каждой группы отдельную мини-палитру из уже подобранных фильтром ближайших цветов. В каждой группе я решил сделать по 6 цветов. Для создания палитры нажимаем значок «Загрузить палитру». Далее плюс, чтобы добавить новую палитру. Вводим название. Сейчас это будет палитра для скафандра, который в общем-то покрывает все тело. Ставлю флажок «Сохранить палитру в текущем документе», чтобы не засорять глобальный список палитр в Крите. Тут же можно выбрать формат. Я оставляю палитру Криты, так как дальше Криты я ее использовать не собираюсь. После создания нажимаем сетку, чтобы отредактировать параметры. Как я сказал, цветов в ней будет 6, а значит нам хватит 6 столбцов и одного ряда. Теперь, чтобы заполнить пустые ячейки какими-то цветами, быстрее всего это можно сделать с помощью пипетки. Вначале пипеткой выделяете нужный вам цвет на холсте, потом нажимаете на пустую ячейку, и этот цвет автоматически заполнит эту ячейку. Так я делаю все 3 палитры. Вы могли заметить SC перед каждым названием палитры. Это просто мое условное обозначение проекта, чтобы все палитры расположились примерно в одном месте списка. Теперь все, что нам остается, это добавить фильтр палитризации в каждую из 3 групп и выбрать для каждой свою палитру. После фильтрации, разумеется, цвета на спрайте ложатся не совсем ровно, поэтому всеми возможными кистями, пиксельными, масляными, размывающими, любыми, какие вам удобно, выравниваем оттенки, пока не добьемся нужной нам светотени, дизеринга и тому подобного. Как я сказал, можно использовать только серые оттенки, а фильтр сам будет подбирать нужные цвета. Условно, у меня на героя воздействует только один источник света, и светит он сверху. Поэтому, учитывая наклоны всех возможных конечностей, поверхности, смотрящие вверх, я освещаю, а поверхности, смотрящие вниз, затеняю. Ничего мудрого. Еще раз закрепим. Рисуем мы в серых тонах, а цветным спрайт становится после активации фильтров палитризации. Таким образом, добившись приемлемого пиксель-артного настроения, можно переходить к следующему кадру. И на этот раз все будет намного быстрее. Но вначале подготовим шкалу времени для анимации. Если вы ее не видите, значит ее нужно включить с помощью пункта меню «Настройки», «Панели», «Временная шкала анимации». Если шкала на месте, фиксируем первые кадры на каждом слое, которые будем анимировать. У меня их 4. Голова, торс, ноги и пушка. Нажимаем правой кнопкой мыши на первую ячейку и выбираем «Создать копию кадра», чтобы скопировать уже нарисованное содержимое в этот кадр. Теперь настраиваем параметры анимации. Моя текущая анимация бега имеет 8 кадров. И поскольку первый кадр нулевой, значит последний пишем 7. Скорость анимации пока что ставлю 12 кадров в секунду. Включаем инструмент Reference, чтобы расположить в центре холста второй кадр из наброска. Для второго кадра скрываем пока ненужные нам слои, чтобы не мешались, и оставляем только один. На выбранном слое становимся на второй кадр и правой кнопкой мыши по ячейке выполняем команду «Создать пустой кадр». Для ускорения работы этим командам можно задать горячие клавиши, но я вам показываю, где эти команды находятся во всплывающих меню. Таким образом, мы создали пустой кадр, отличающийся от предыдущего. При этом все эти кадры включаются в один и тот же слой изображения. С помощью выделения обводим нужную фигуру и отсекаем лишнее. Вновь берем нейтральный серый цвет и пытаемся закрасить им фигуру. На этом моменте я часто забываю выключить ограничение альфа, которое включаю при рисовании светотеней. Если вы также не понимаете, почему у вас ничего не рисуется на слое, в первую очередь проверьте эту кнопку.
Теперь закрашивание получается. И пока мы не активировали фильтр, можно оценить степень яркости и густоты теней на прошлом кадре, который сейчас нам служит образцом, и предварительно нанести светотени на новый кадр, желательно с помощью мягкой кисти вроде аэрографа. Кстати, на этом этапе тем более лучше рисовать без фильтра, если вам понадобится включать луковые слои, чтобы увидеть очертания предыдущих и последующих кадров. Ведь если включить фильтр, то полупрозрачность луковых слоев будет показывать очертания соседних кадров в таком же политризированном виде и сильно искаженными цветами, или вообще эти слои не будет видно. После этого можно включить фильтр политризации и уже с ним провести окончательные корректировки теней и бликов. Главное сделать так, чтобы кадры были похожи по степени освещения, иначе конечная анимация будет казаться дерганой, будто персонаж бегает под мерцающей лампой. Но это уже задача не программы, а художника-аниматора. Разобравшись со вторым кадром, создаем пустую ячейку для третьего. Перемещаем референс и повторяем рисование тем же способом. Таким образом, кадр за кадром, доверяя часть работы фильтру, я достаточно быстро нарисовал все 8 кадров ног. Другие слои можно нарисовать таким же методом. Однако в моем случае верхушка персонажа относительно неподвижна, поэтому я делал дубликаты прошлых кадров, немного смещал их на 1 пиксель и дорабатывал, чтобы не перерисовывать все светотени с нуля. Под дорабатывал я имею в виду, что также обводил и исправлял отдельные пиксели фигур, чтобы кадр точнее соответствовал наброску, а значит точнее выражал динамику, будучи пиксельным спрайтом. Обратите внимание, для ног я нарисовал полноценные 8 кадров, но раскачивание верхушки за эти 8 кадров будет происходить дважды, по 4 кадра на один шаг ноги, левый или правый, неважно. Из-за небольшой разницы в кадрах я решил клонировать первые 4 кадра верхушки на вторую половину анимации. Клонирование, как и клонирование слоев, это не просто копирование, это ссылка на оригинальный слой, или в данном случае кадр. Если вы рисуете на одном слое или кадре, изменения коснутся и их клонов. Чтобы клонировать кадры, выделяем их, добавляя по одному с помощью клавиши Ctrl, а если их много, можно использовать клавишу Shift, после чего нажимаем правую кнопку мыши и выбираем в меню «Клонировать ключевые кадры». Клонирование уже произошло, поэтому теперь становимся на кадр, куда они должны быть клонированы. Также вызываем меню и выбираем «Вставить ключевые кадры». Чтобы убедиться, что кадр клонирован, а не просто скопирован, обращайте внимание на диагональную штриховку ячейки, которая является индикатором других таких же клонов. В общем, после этих манипуляций вы видите, как я только дорабатываю косметические моменты в спрайте. Ничего особенного. Но я надеюсь, после того, как я упомянул про смещение слоев всего на 1 пиксель, вы также задавались вопросом, а как сместить объект на полпикселя? Потому что смещение на 1 пиксель может оказаться слишком много. Я не знаю, как это называют другие художники, но я для себя назвал это микродвижениями. Проблема микродвижений связана с нехваткой пикселей на холсте. За 1 кадр контур на референсе может пройти незначительное расстояние, и если спроецировать это расстояние на пиксельный холст, обнаружится, что контур не прошел и 1 пикселя. И чаще всего в таких случаях просто удалять или добавлять пиксели будет неправильно. Базовым решением в таком случае является калибровка яркости определенных пикселей. Конечно, если в палитре достаточно цветов. Механизм таков, что подгоняя яркость одиночных пикселей, мы можем создавать ощущение, что и между 2 соседними пикселями есть какое-то субпиксельное пространство, недоступное нашему зрению. Ручной пиксель-арт позволяет это делать, просто меняя цвет пикселя на соседний. Но с таким подходом мы не можем знать, стоит ли нам менять цвет пикселя на этом кадре или пока придержать старую степень яркости. И у нас, тех, кто использует Krita, в этом вопросе есть преимущество. Мы используем фильтр, который лишает нас подобных дилемм. Поскольку на первом этапе мы рисуем спрайт в серых тонах с выключенным фильтром, нам легче понемногу, кадр за кадром, регулировать эту яркость, просто совершая единичные дополнительные штрихи аэрографа. Кадр за кадром мы можем достаточно точно регулировать все светотени, добиваясь правильного восприятия формы. И если в итоге эта серая анимация без фильтра будет выглядеть правильно, то отфильтрованный спрайт с ограниченным количеством цветов и подавно будет смотреться правильно, сколько бы цветов не было в палитре. Одна нога моей черепашки, как видите, по ширине составляет всего 3 пикселя,
Это чрезвычайно мало. Вдобавок ее шаги не самые заметные. Здесь все попадает под описание тех самых микродвижений. В этом случае я полностью доверился фильтру, и он меня не подвел. Все, что требовалось от меня, это правильно анимировать серые тона до фильтрации. Таким образом, вспоминая весь урок, не будем забывать и про способ обводки референса, который также практически лишал нас проблемы в принятии решений об установке или удалении отдельных пикселей. То есть проблему микродвижений Krita решает с двух сторон. Не только фильтрами, но и предельно точным выделяющим инструментом. Есть кое-какие способы сделать анимацию микродвижений еще точнее, но они мне не нравятся. Только намекну, что у Krita есть очень неплохой фильтр трансформации, который может вращать и масштабировать более крупные слои. Однако я не буду рассматривать его, потому что это уже является более дизайнерской работой, а не художественной. И проще использовать 3D-редакторы или 2D-софт для костной анимации, например, Spine или бесплатный Dragon Bones. В очень редких случаях 2D-скелетная анимация может сыграть на руку, и, разумеется, еще лучше будет решать ваши проблемы с микродвижениями, лишая анимации всяких дерганий. Но обращаться с таким подходом нужно очень аккуратно. При этом это занимает больше времени, чем если бы вы рисовали вручную. Кроме того, спрайты, сделанные таким способом, скорее будут восприниматься как очевидный пререндер. Поэтому, наверное, этот способ того не стоит. Проще сразу делать 3D-персонажей. И вообще, это ведь всего лишь пиксель-арт. А значит, пиксели и так будут скрывать многие детали, а вместе с ними и возможные недостатки освещения. Я уже нарисовал достаточно много анимированных спрайтов таким способом и успел прочувствовать все его преимущества и недостатки. Но для традиционщиков, не готовых отказываться от смешивания красок, рисования от пятна и тому подобного в пользу ручной расстановки пикселей, я рекомендую именно этот способ. Вся графика для игры, которую вы сейчас видите на экране, была нарисована именно таким методом. Если хотите ощутить игру воочию и увидеть еще больше спрайтов и анимаций, которых не было в уроке, можете скачать игру по ссылкам в описании. И небольшой анонс. На данный момент мы готовим небольшой, бесплатный, но очень исчерпывающий мини-курс по анимации. И больше, чем мини, ему точно быть не нужно, поверьте. Однако на данный момент мотивации на создание подробных уроков наподобие этого у нас немного. Но если вы хотели бы скорее получить все необходимые и, главное, проверенные и структурированные знания по теме анимации, помогите набрать под этим видео хотя бы 1000 лайков. Такая обратная связь даст нам лучше понять, что потребность в теме действительно существует. Лайк ведь поставить легче, чем написать комментарий. И чтобы не пропустить нужные вам видео, не забывайте подписаться здесь, где вы смотрите ролик, а также в Telegram или других соцсетях. Там больше информации, чем на видеохостингах, и там вы точно быстрее сможете получить от нас обратную связь. Даже если у вас какие-то небольшие вопросы и очень хочется спросить, не стесняйтесь их спрашивать. В сообществах мы всегда сможем вам ответить не только текстом, но и картинкой. С чем знакомы, с тем поможем. В общем, все ссылки в описании.